Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. Красное плато не знало жалости. Оно расстилалось под раскаленным небом Намибии бесконечным ковром из ржавой пыли и острого щебня. Здесь, в сердце пустыни, воздух дрожал от зноя, создавая причудливые миражи, в которых скалы казались плывущими кораблями, а редкие кусты акации — застывшими фигурами людей. В центре этого безмолвного величия застыла старая геологическая станция, приземистое здание из гофрированного железа и бетона, которое время и песок превратили в подобие склепа. Именно здесь съемочная группа Даниэля Ортиса оказалась в добровольном, а затем и в вынужденном заточении. «Он все еще там?» Голос Лейлы Хадид прозвучал хрипло, почти неузнаваемо. Она сидела на полу, прислонившись спиной к штативу с камерой. Ее руки, обычно уверенно держащие тяжелый объектив, заметно подрагивали. Жажда начинала путать мысли, превращая каждый вдох в пытку раскаленным наждаком. Мартин Ковач, звукооператор, не ответил. Он сидел в наушниках, которые теперь не были подключены к пульту. Батареи сели еще вчера. Он просто смотрел в узкую щель жалюзи, сквозь которую пробивался беспощадный свет. 5-й час пошел, как он сменил позу, наконец произнес Мартин. Просто лежит, смотрит на дверь. Знаете, у меня такое ощущение, что он слышит наше дыхание. Каждый раз, когда я сглатываю, его ухо дергается. Даниэль Ортис, сухощавый мужчина с лицом, изрезанным морщинами от постоянного прищура на солнце, подошел к окну. Снаружи, всего в 3 метрах от входа, лежал колосс. Огромный самец с густой, почти черной гривой, покрытой пылью плато. Его глаза, золотистые и холодные, казались порталами в иное измерение, где время не имело значения. Они приехали сюда за кадрами великой миграции и редкого брачного поведения львов, надеясь получить премию и мировое признание. Но на 2-й день пути их джип заглох в километре от станции, а портативная рация выдавала лишь статический треск. Добравшись до заброшенного здания, они думали, что спаслись. Пока не пришел он. Лев не нападал. Он не пытался выбить хлипкую дверь или разбить стекло, хотя один удар его лапы превратил бы преграду в щепки. Он просто установил блокаду. 3 дня группа не могла выйти наружу. У них заканчивалась вода, а жара внутри металлической коробки, нагреваемой солнцем до 50 градусов, становилась невыносимой. «Почему он не уходит?» — простонал Нико, самый младший в группе. Стажер был на грани истерики, его лицо распухло от укусов мошкары. «Там, в 100 метров, пасутся ориксы. Он должен быть голоден. Почему он караулит нас, как тюремщик? Мы для него консервы?» «Он не караулит нас, Нико», — тихо сказал Даниэль, не отрывая взгляда от зверя. «Посмотри на его морду. У него нет оскала. Нет того плотоядного блеска, который мы снимали в Серенгети. Он ждет, но не обеда. Он ждет развязки. Каждый раз, когда кто-то из людей делал резкое движение или громко заговаривал, лев издавал утробный вибрирующий звук. Это не был рык охотника перед прыжком. Это был предупреждающий гул, низкочастотный резонанс, от которого чесались зубы и холодело в животе. Казалось, зверь требует тишины и почтения к этому месту. Ночь на 4-е сутки была самой длинной. Температура в пустыне упала до колючего холода, и металл станции начал жалобно стонать, остывая и сжимаясь. Внутри царило тяжелое молчание, прерываемое лишь сухим кашлем Нико. Даниэль почти не спал, наблюдая за силуэтом льва в лунном свете. Зверь был неподвижен, словно статуя из черного гранита.
Когда первые лучи солнца окрасили плато в кроваво-красный цвет, а тени удлинились, прорезая песок, послышался далекий, едва уловимый гул моторов. «Рейнджеры!» — закричала Лейла, бросаясь к окну. «Даниэль! Это они!» Два белых внедорожника с эмблемами национального парка приближались, поднимая огромные столбы пыли. Лейла начала неистово махать руками в окно, используя зеркальце из пудреницы, чтобы пускать зайчики. Из первой машины вышел старший инспектор Рауль Мендоса, человек, чье лицо напоминало старую дубленую кожу. Он остановил своих людей жестом, едва они вышли на дистанцию выстрела. Они видели льва, оружие было наготове, но Мендоса, проработавший в буше 30 лет, не спешил нажимать на курок. Что-то в позе зверя заставило его замереть. «Не стреляйте!» — крикнул Даниэль, приоткрыв окно. «Он не проявлял агрессии к нам, просто не давал выйти!» То, что произошло дальше, заставило всех замереть в суеверном восторге. Лев, увидев машины и новых людей, не бросился в атаку и не убежал в кусты. Он медленно поднялся, его огромные мышцы перекатывались под шкурой, как стальные тросы под бархатом. Он подошел к самому основанию крыльца станции и начал яростно, остервенело рыть землю. Песок и крупные камни летели во все стороны. Зверь вгрызался когтями в сухую, спрессованную почву, издавая звуки, полные невыразимой тоски и какой-то человеческой тревоги. «Он не охотится», — прошептал Мендоса, подходя ближе под прикрытием стрелков. «Он указывает. Он добивается, чтобы мы посмотрели вниз». Когда льва удалось отогнать на безопасное расстояние с помощью сигнальных ракет, он отошел неохотно, постоянно оглядываясь и глухо ворча. Рейнджеры помогли изможденным операторам выйти на свежий воздух. Глоток прохладной воды из канистры показался им нектаром. Но вместо того, чтобы сразу уехать, Мендоса приказал принести ломы и тяжелые инструменты. «Этот лев сидит здесь не из-за вашего оборудования», — сказал инспектор Даниэлю, указывая на развороченную землю. «Посмотрите, здесь старый фундамент, но под основным настилом явная пустота, слишком глубокая для естественной каверны. Через час тяжелой, изматывающей работы доски пола и слой бетона внутри станции были вскрыты. Под ними обнаружился узкий лаз, укрепленный прогнившими балками, ведущий в бетонный бункер. Секретное хранилище, о котором не было ни единого упоминания в современных картах Департамента геологии. Запах тлена, смешанный с запахом старой бумаги и сырости, ударил в нос. Свет мощных фонарей выхватил из темноты человеческие останки. Скелет лежал в углу, привалившись к стене, словно человек просто присел отдохнуть и уснул навсегда. Рядом, под слоем пыли, стоял массивный металлический сундук с эмблемой горнодобывающей компании 40-х годов. «Боже мой!» Лейла закрыла рот рукой, но профессиональный инстинкт взял верх. Камера в ее руках продолжала работать, фиксируя страшную и величественную находку. Даниэль, преодолевая дрожь, спустился вниз. Его внимание привлекли не кости и не сундук, а старая кожаная сумка, лежавшая прямо на коленях скелета. Внутри были дневники, исписанные мелким, удивительно аккуратным почерком. На первой странице, пожелтевшей от времени, значилось имя Себастьян Альварес. Даниэль листал страницы дневника, и перед его глазами разворачивалась трагедия десятилетней давности. Альварес, ученый-идеалист, нашел здесь то, что ищут все авантюристы мира. Богатейшую золотую жилу, мать всех жил. Он составил подробные карты, взял образцы. Сундук был доверху набит самородками, сверкавшими в свете фонаря, и кусками кварца с прожилками чистого металла. Но Альварес был не один.
С ним были двое нанятых проводников, чьи имена в дневнике были зачеркнуты жирными линиями. Записи в последние дни жизни исследователя становились короткими, прерывистыми и полными ледяного ужаса. 22 августа. Они смотрят на сундук иначе. Вчера я слышал, как они шептались за палаткой о ценах на черном рынке в Йоханнесбурге. Я боюсь засыпать. Кажется, я совершил ошибку, доверившись им. Последняя запись была сделана дрожащей рукой. Чернила местами расплылись от капнувшей воды или слез. Они заперли меня здесь. Заложили выход камнями снаружи и приварили лист железа. Я слышу, как они заводят машину. Почему они не забрали золото сейчас? Наверное, побоялись веса. Машина не пройдет через пески груженая. Сказали, вернуться через месяц на грузовике. Я кричал, пока не сорвал голос. Но здесь только ветер и... Мой маленький рыжий друг. Я слышу, как он скребется снаружи. Прости, малыш, сегодня я не вынесу тебе мяса. Преступники так и не приехали за добычей. Возможно, их джип поглотила пустыня, или их настигло правосудие в другом городе. Но Себастьян Альварес остался здесь, замурованный под полом своего великого открытия в компании золота, которое стало его проклятием. Когда останки ученого, бережно обернутые в брезент, вынесли на поверхность, на плато воцарилась странная, почти торжественная тишина. Ветер стих, словно природа затаила дыхание. Лев стоял на пригорке в 50 метрах от группы. Он не проявлял страха перед людьми или оружием. Он просто смотрел, как белый сверток кладут на заднее сиденье внедорожника. К Даниэлю подошел старый смотритель парка, африканец с лицом, похожим на кору древнего баобаба. Он долго смотрел на льва, а потом на мешок с останками. 10 лет назад, — тихо заговорил старик, — Альварес жил на этой станции. Он был странным белым, он любил эту землю больше, чем деньги. Я помню, как он рассказывал мне о львенке. Мать малыша убили браконьеры, и Себастьян подкармливал его остатками своей еды. Он не приручал его, нет, он понимал, что лев должен оставаться диким. Он просто дал ему шанс выжить в первый год. Львенок подрос, окреп и ушел в прайд, но каждую неделю возвращался к станции. Он помнил запах человека, который был его стаей. Даниэль посмотрел на огромного зверя. Теперь все встало на свои места. Это не была осада хищника. Это был акт отчаянной, многолетней преданности. Лев чувствовал запах смерти под полом. Он знал, что его друг там, и он привел людей, единственных существ, способных вскрыть бетонную ловушку. «Он знал, что его друг там», — прошептал Мартин, проверяя микрофон. Он направил пушку на пригорок и поймал звук. Лев издал долгий, вибрирующий стон, переходящий в низкое ворчание. Это не был рык короля саванны. Это был звук прощания. Зверь сделал несколько осторожных шагов к людям. Рейнджеры напряглись, но Мендоса решительно опустил ствол винтовки вниз. Лев подошел к тому месту, где только что лежали останки, обнюхал разрытую землю, а затем поднял голову и посмотрел прямо в глаза Даниэлю. В этом взгляде не было злобы, лишь бесконечная, вековая усталость существа, которое, наконец, выполнило свой долг. Издав короткий сухой рык, огромный самец развернулся и неспешной величественной походкой направился в сторону багровых холмов, растворяясь в мареве пустыни. Документальный фильм Даниэля Ортиса под названием «Верность красных песков» стал мировой сенсацией, собрав все возможные награды. Но сам режиссер часто вспоминал не успех и не блеск золотых самородков, которые были переданы в музей. Он вспоминал тот момент,
когда огромная тень льва легла на раскаленный песок в последний раз. В мире, где люди с легкостью предавали друг друга ради горсти желтого металла, старый лев оказался единственным, кто сохранил память и верность дружбе, которая оказалась сильнее времени, жадности и самой смерти.